Сегодня мы отправимся в одно из самых уникальных и загадочных мест на нашей планете, в сердце Африки, к озеру Танганьика. Это не просто большой водоем, оно по праву считается одним из старейших и самых глубоких озер мира. Его возраст превышает 12 миллионов лет. Озеро Танганьика находится на востоке Африки, разделяя границы 4 стран – Танзании, Конго, Бурунди и Замбии, с глубиной более 1400 метров и протяженностью почти 700 километров. Это озеро не только удивляет своими размерами, но и является домом для невероятного разнообразия живых существ. В его водах обитают сотни видов рыб, многие из которых встречаются только здесь. И это делает озеро настоящим природным чудом. Вода озера настолько прозрачна, что на глубине в 30 метров еще можно разглядеть детали подводного мира. Эта экосистема – настоящая лаборатория для ученых и рай для аквариумистов. Ведь многие из обитателей озера, такие как цихлиды, стали любимцами аквариумных поклонников по всему миру. Согласитесь, звучит как место полное тайн и чудес. Сегодня я расскажу вам об одном уникальном виде цихлид. Это Неолампрологус дафодил. Готовы погрузиться в мир озера Танганьика? Тогда вперед! Добро пожаловать на мой канал «Любитель трофеусов». Сегодня мы познакомимся с одной из самых необычных цихлид, обитающих в озере Танганьика. Неолампрологус пульхер дафодил. Эта яркая, грациозная цихлида не только привлекает внимание своим внешним видом, но и обладает интересным поведением. В природе они обитают в скалистой среде, где находятся на глубине от 4 до 20 метров. Но самыми многочисленными являются на глубине от 7 до 15 метров. Данный вид цихлид встречается в южной части озера, на участке побережья в районе Каламба и Канталамба. Предпочитает укрытие среди камней и мелкие пещеры, где чувствует себя в безопасности. Именно таких условий и нужно придерживаться при оформлении аквариума для комфортного содержания этих красавцев. Дафодил получил свое название благодаря яркой расцветке, напоминающей лепестки цветка нарцисса, желтые и оранжевые оттенки, переходящие в более светлые тона. Тело удлиненное и изящно. Маленькая голова с прямым ртом. Брюшные плавники остоконечные. Внешние лучи разветвленного хвостового плавника вытянутые и зачастую достигают длину до 2 см. Имеют длинные плавники и изящные линии, которые делают их действительно уникальными среди других видов цихлид. Рисунок на жаберных крышках выглядит в виде 2 параллельных черно-коричневых полос. Тело у взрослых особей имеет коричнево-оранжевый окрас, у малька серое, слегка голубым отливом. У рыб выразительные ярко-голубые радужные оболочки глаз с лимонной окантовкой
Спиной плавник желтый, верхний край которого похож на оранжевый пылктир. Половые различия слабо выраженные. Самцы и самки очень похожи по внешнему виду. Самцы немного больше и достигают размеров до 10 см. Самки мельче, примерно до 8. Аквариум для пары подойдет объемом от 150 литров. В качестве грунта подойдет речной песок. Камни устанавливаются, образуя как можно больше пещер и проходов. И с их помощью оформляем скалистую среду. Сформированная пара быстро образует колонию, и доминирующий самец установит над ней контроль. Проявляется внутривидовая агрессия в нерестовой период или в период определения пар. Более слабые особи безжалостно выгоняются парой или группой производителей в верхние углы аквариума. Нередко забиваются насмерть. Также дафодил довольно агрессивен по отношению к другим видам, и стая может с энтузиазмом защищать достаточно большую территорию в аквариуме. Если вы планируете держать их в группе, лучше всего создать систему разделений и укрытий, и соответственно аквариум должен быть больше размером, от 300 литров. Дафодил очень плодовитая цихлида. В скором времени он вытеснит всех соседей. Поэтому я советую содержать их в бедовом аквариуме. Дафодил не только прекрасная рыба, но и довольно активная и территориальная. Они предпочитают иметь собственные пространства. Поэтому важно предоставить в аквариуме достаточное количество укрытий. Если вы все же захотите совместить несколько видов, то в качестве соседей подойдут велиупи, илюдохромисы, тетракантусы. Нежелательно совместно содержать виды, входящие в комплекс брикарди пульхер, такие как Неолопрологус брикарди, Неолопрологус пленденс, Неолопрологус фальцикула, Неолопрологус марунгенсис, поскольку эти виды скрещиваются между собой. К растениям рыбы равнодушны. По желанию можно высадить неприхотливые виды растений, такие как анубисы или валеснерия. Дафодил – цихлида плотоядная. В природе в основном питается небольшими беспозвоночными и личинками комаров. В аквариуме в качестве корма хорошо кушают артемию, мясо креветки или замороженные корма, мидии, циклоп, дафния. Хорошо берут и готовые качественно сухие корма в виде хлопьев или гранул. Рекомендуется кормить их 1-2 раза в день в небольших порциях, которые они смогут съесть за несколько минут. Важно следить за тем, чтобы не перекармливать, чтобы избежать проблем со здоровьем и качеством воды в аквариуме. Для того, чтобы дафодил чувствовал себя комфортно в аквариуме, необходимо поддерживать чистоту воды, стабильную температуру. Аквариум должен быть оборудован хорошей фильтрацией и аэрацией. Также устанавливаем обогреватель с терморегулятором. Оптимальные параметры для содержания: температура 25-27, кислотность 8-8,5, жесткость от 10 до 20. Обязательно еженедельная подмена воды. 30% от общего объема аквариума. Дафодил легко размножается в неволе. Как только пара сформировалась, она нерестится регулярно. Самец защищает территорию, а самка ухаживает за икрой. Поэтому они живут в хорошей организованной группе, которая делает этот вид таким успешным и широко распространенным по всему озеру. В природе дафодил является моногамным, поэтому он формирует пары. Но иногда полигамен, и самец в гареме может иметь до 4 самок. Они создают гнезда в укрытиях среди камней, где самка откладывает икру. Нерест скрытный. Зачастую рыбки нерестятся на субстрате или камне в общем аквариуме. Выкрив личинок происходит через 2-3 дня при температуре 26 градусов. Мальки начинают свободно плавать еще через 5-6 дней. С первых дней охотно берут на упли артемии. Цихлиды этого вида требуют определенных условий для хорошего нереста.
включая стабильный температурный режим и хорошее качество воды. Дафодил проявляет серьезную заботу о потомстве. При этом в воспитании участвуют и другие поколения рыб. Помогает в охране территории, в то время как другие образуют новые пары и создают новые колонии в другой области аквариума. Поэтому в природе встречаются в больших стаях. Еще хочу добавить, что при скрещивании с принцессой Бурундии мальки получаются альбиносы. Причем будут альбиносами как Бурундии, так и дафодил. Дафодил – это не просто красивая рыбка, но и интересный и увлекательный вид как для начинающих, так и для опытных аквариумистов, готовых создать для нее правильные условия. Если вы хотите добавить яркий акцент в свой аквариум, эта цихлида станет отличным выбором. Надеюсь, что вы узнали много нового и заинтересовались этим удивительным видом цихлид. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, оставьте их в комментариях ниже. Постараюсь ответить на каждый. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал Любитель Трофеус и ставить лайк, если вам понравилось это видео. До новых встреч! Всем добра!